Продолжая тему мотоновинок 2022 года, в этом выпуске я хочу вам рассказать об обновленных городских мотоциклах, таких как Naked и Neo классики от компании Yamaha. И начнем мы с Yamaha MT-10, который появился в продаже в 2016 году и до сих пор не обновлялся. Однако мотоцикл 2022 модельного года все-таки подвергли рестайлингу. Внешние изменения коснулись только передней LED-оптики. Помимо этого, старая LCD-приборная панель была заменена на новый 4,2-дюймовый цветной TFT-дисплей. На удивление, японцы даже немного поколдовали над двигателем. Были изменены настройки впрыска, а также впуск и выпуск, благодаря чему максимальная мощность 998-кубовой четверки увеличилась со 160 до почти 166 лошадиных сил. Также была добавлена система AMU для централизованного управления всеми электронными системами, в том числе чувствительный к углу наклона ABS, трекшн-контролем и вилли-контролем. В базовой комплектации идет Quick Shifter, все остальное без изменений. Младший брат Yamaha MT-09 2022 модельного года остался без изменений. Оно и понятно. Рестайлинг этой модели был в прошлом году, и мотоцикл уже получил более современный внешний вид и новый 890-кубовый двигатель, который помимо увеличения объема стал и легче 847-кубового предшественника. Теперь максимальная мощность увеличилась со 115 до 119 лошадиных сил. Также помимо новой рамы, маятника, колесных дисков и настроек подвесок, появилось и новое электронное оснащение. Это новая система электронной ручки газа. Quick Shifter теперь поддерживает переключение без сцепления не только вверх, но и вниз. Плюс модель получила наклонную ABS, вилли-контроль и слайд-контроль. Дополнительно круиз-контролем может оснащаться MT-09 SP. Так как MT-09 обновился уже в этом году, то естественно он делится всеми своими обновлениями с неоклассиком Yamaha XSR 900 2022 модельного года, который получил абсолютно все то же самое, только с задержкой на 1 год. Помимо этого, мотоциклу немножко подправили внешность, включая новый бак, который по стилю напоминает мотоцикл 80-х. Также XSR 900 получил полную LED-оптику и цветной 3,5-дюймовый TFT-дисплей, как на MT-09. Следующий по рангу Naked Yamaha MT-07, так же как и MT-09, получил обновление уже в этом году. Кстати, их было не так уж и много. Я напомню, мотоцикл обрел слегка измененный внешний вид, LED-оптику, новую приборную панель и увеличенные передние тормозные диски с 282 до 298 мм. Двигатель тот же, но теперь удовлетворяющий нормам Евро 5. Вследствие чего он немного потерял в мощности. Вместо 74 лошадиных сил стало 73, а вместо 68 Нм крутящего момента стало 67. Так как Yamaha XSR 700 это тот же MT-07, но в другой обертке, основная целевая аудитория которого люди, предпочитающие классический дорожный мотоцикл с элементами ретро-стиля, то по аналогии с моделями MT-09 и XSR 900, таким же образом MT-07 поделился своими обновлениями с Yamaha XSR 700, с той лишь разницей, что он был уже представлен в этом году. А потому XSR 700 въедет в 2022 год без каких-либо изменений.
Yamaha MT-03 японцы решили не обновлять, так как рестайлинг под общую линейку последних Naked'ов был произведен в 2020 году. Внешний мотоцикл — копия старших братьев. Двигатель, позаимствованный у спортбайка Yamaha R3, остался без изменений. Это все тот же 321-кубовый четырехтактный двухцилиндровый двигатель с двумя верхними распредвалами и жидкостным охлаждением, который выдает 42 лошадиные силы и 29 Нм крутящего момента. А вот раму, как и подвеску, мотоцикл получил новую. Она облегченная с измененной геометрией. Ходят слухи, что скоро на базе этого мотоцикла появится и XSR 300, но когда это случится, пока неизвестно. Остались у нас с вами малыши. Yamaha MT-125, представленный в 2014 году, был обновлен в 2020 и уже получил новый внешний вид, LED-оптику, новую приборную панель, новое поколение одноцилиндрового 124-кубового двигателя системы VVA, который выдает 15 лошадиных сил максимальной мощности и 12 Нм крутящего момента, более широкое заднее колесо в 140 мм, а также систему проскальзывающего сцепления с помощником выжима. Поэтому в 2022 году он останется без изменений. А вот самая маленькая модель Neo Retro классика Yamaha XSR 125 впервые была уже представлена в этом 2021 году, и этот же мотоцикл будет продаваться в 2022. Естественно, по аналогии со старшими моделями, XSR 125 основан на Naked MT 125 и отличается от него лишь ретро-стилем. Хотя по размерам он очень схож с представленным ранее XSR 155, который производится чисто для азиатского рынка.